проверки светодиодной ленты я придумал такой метод. Используем старый советский тестер. Устанавливаем режим 100 кОм и проверяем установку нуля. Теперь проверяем каждый светодиод, каждая лента. Первая светодиодная лента. Первый светодиод. Ну, показывает 50 кОм. Второй светодиод. Третий светодиод. Четвертый. И пятый светодиод. Так, на второй светодиодной ленте. Первый светодиод. Второй светодиод. Вообще близко к нулю. Походу, наверное, скоро сгорит. Третий вообще не звонится, но его проверял, он не гуже. Четвертый. И пятый светодиод. Что характерно, при прозвонке данных светодиодных линеек имеется анод, катод. Когда мы прикладываем ко всей линейке, видите, показывает сопротивление. Это у нас получается 600 кОм. Так, если менять полярность, тоже показывает те же, чуть меньше, там 500 кОм. А на негожей, соответственно, вообще ничего не показывает. То, что она в обрыве. Теперь давайте проверим новую светодиодную ленту, которую будем устанавливать в данный телевизор. Тот же предел 100 кОм. И проверяем. Первая лента светодиодная. Около 100 кОм. Второй светодиод. Тоже около 100 кОм. Третий светодиод. Тоже около 100 кОм. Четвертый. Около 100 кОм. И пятый. Тоже около 100 кОм. Когда прикладываем к аноду и катоду общей ленты, стрелка, как видите, вообще не отклоняется. Так, проверим вторую светодиодную ленту. Первый светодиод. Тоже около 100 кОм. Второй светодиод. Около 100 кОм. Третий светодиод. Те же 100 кОм. Четвертый светодиод. Тоже около 100 кОм. Единица умножить на 100. Тоже около 100. И когда мы прикладываем общую ленту анод-катод, то стрелка у нас вообще не двигается. Ложим старую светодиодную ленту и меряем анод-катод. У нас получилось 60 кОм общее сопротивление.
Причем оно звонится в двух направлениях. И в прямом, и в обратном. А такого быть не должно. Так, для сравнения сейчас проверим обычным мультиметром. Ставим предел 200 килоом. Килоом. Ноль 1 килоома. Этот у нас стадиод помечен как негожий. Он также не звонится. Потом четвертый 8,7 килоома. И пятый 3,3. Причем, что самое интересное, заметил, если поменять полярность щупов, то светодиод проводит и в прямом, и в обратном направлении. Такого быть не должно. Вторая светодиодная лента. Первый светодиод 12 килоом. Второй 25. Третий 10,8. Четвертый, вот, смотрите, 43, 44. Тут 2 килоома. А общая светодиодная лента, если замерим, 98 килоом. И в обратном направлении тоже 104 килоом. Теперь возьмем китайский тестер светодиодов и проверим обе ленты, старые и новые. Для проверки светодиодов нам нужно замкнуть щупы и подождать, пока не замигает на индикаторе. Теперь отпускаем щупы. И у нас всего максимальное напряжение 20 вольт, чтобы не спалить наши светодиоды. Проверяем первый светодиод. Видите, 2,8 вольт. Второй 2,8. Третий у нас негожий. Он помечен был. Четвертый светодиод. И пятый. Смысл проверять всю ленту нету, потому что у нас один негожий светодиод. У нас показывает максимальное напряжение. Теперь проверяем вторую ленту, которая годная. Первый светодиод 2,8. Второй 2,8. Третий 2,8. Четвертый и пятый. Как видим, везде показывает тестер 2,8 вольта. Если мы померяем общее напряжение светодиодной ленты, то у нас показывает 13,5 и 7 вольта. Если меняем полярность, прибор ничего не показывает. Вот напряжение всей светодиодной ленты.
Теперь возьмем гожую светодиодную ленту новую и померяем на ней. А тут уже, как видите, показывает 3 вольта светодиоды. 2,8. 2,8. Тоже 2,8. Тоже 2,8. И вся светодиодная лента 13,5. Ну, проверим теперь всю светодиодную ленту, только та, что была на телевизоре. Тринадцать и 6. Новая. Тоже 13,6. Переворачиваем новую. Вторая светодиодная лента показывает тоже 13,6.